Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также заглядывайте в раздел «Шорты», там вы увидите много готовых узорчиков. И в описании к шортсу, а также внизу экрана, когда будет проигрываться шортс, есть ссылка на полное видео, как вам это связать. Если вам понравился узорчик, нажимаете на ссылочку и смотрите полное видео. Точно так же вы можете посмотреть готовые узорчики в разделе «Сообщество». Под непосредственно картинкой с узорчиком есть ссылка на полное видео. Нажимаете, смотрите. Отдельный хочу привет, слова благодарности передать своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Кстати, не забывайте оставлять комментарии, это помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с которыми мы уже много раз работали, даже с такой палитрой работали. И сегодня хочу показать вам узорчик, как связать очередную шаль. Не забывайте, на канале есть плейлист шали, заглядывайте, что-то вам, возможно, понравится. Итак, новички, кто с такими ниточками еще не работал, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке получается здесь 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу, что за ниточки? Смотрите, 80% акрил, 20% шерсть. И советуют производители брать крючок от 2 до 4. Сразу, пока не забыла, называю вам цвет. Смотрите, цвет 33. На камеру передается, какой он есть на самом деле. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот мой крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Возможно, вам нравится работать с другой пряжей. И самое главное, точно так же читайте инструкцию, аннотацию к своей пряже. Подбирайте правильный крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшней шальке я прикладываю. В принципе, она читабельная. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно смотрите на схемку. Провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. И так вы научитесь быстро работать абсолютно с любыми схемками самостоятельно. Итак, смотрим. Получается, вот наша схемка треугольная, вот такая вот, да? Получается, низ это наша поясничка, так скажем, спина. Потом расширяется на рукава, верхушка это получается будет шея. Поняли, да, как мы начинаем вязать? Итак, для начала делаем петельку фиксации. Здесь ничего сложного. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаемся к самой первой петельке. Вот наша самая первая петелька. Нырнули, вытянули ниточку через эту петельку. И эту же ниточку протянули через петельку на крючке. Все. Мы сформировали вот такое вот колечко. Дальше работаем с колечком. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше по схемке, смотрите внимательно. У нас нарисовано 3 столбика с накидом с общей верхушкой. То есть мы должны провязать вот таким вот образом. Накид. Нырнули в колечко, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид, нырнули в колечко, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид в колечко, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. А теперь все петельки должны провязать вместе. И вот такой вот получается пышный столбик у нас формируется. Но я хочу предложить вам другой пышный столбик. Смотрите, покажу для сравнения. 2 воздушные петельки, накид, нырнули в колечко, вытянули ниточку, не провязываем, держим на крючке. 1, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3. Теперь провязали все петельки до последней, оп, 2 петельки на крючке и 2 петельки вместе. Вот такой вот пышный столбик. Мне кажется, вот такой пышный столбик будет более объемный, симпатичный, а этот будет более плоский. То есть выбирайте, как вам больше нравится. Но я буду вязать вот такими пышными столбиками. Угу. Давайте распущу и начну заново. Итак, вот этап, когда я сделала колечко и первые 5 воздушных петелек. Так, теперь я ныряю в колечко, сделала накид, подтянула ниточку, не провязываю. 1,
накид сюда же 2, накид сюда же 3. Все петельки провязали до последней, потом 2 петельки вместе. Вот, есть пышный столбик раз. 2 воздушные петельки. Опять работаем с колечком. Точно так же накид раз, накид 2, накид 3. Провязали и потом 2 петельки вместе провязали. Второй пышный столбик. 2 воздушные петельки и третий раз точно так же работаем с колечком. Раз, накид 2, накид 3. Провязали до 2 петелек и зафиксировали. Все. Вот получается первоначально, что у нас должно получиться. Идем дальше. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворачиваем наше вязание. Так. И теперь будем работать вот с этими двумя арочками. Раз арочка, видите? И 2 арочка. Итак, накид в первую арочку. Делаем пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали до 2 петелек и 2 петельки. Есть. Первый пышный столбик. 2 воздушные петельки. Раз, 2. То же самое сюда же, в эту же арочку, еще один пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Идем дальше. Теперь смотрите, будьте внимательны. Сейчас мы сделаем соломоновую петлю. Смотрите, мы вот так вот подтягиваем ниточку, видите, петельку. Берем ниточку, фиксируем левой рукой и ниточку, и петельку вот таким вот образом. Зафиксировали первым пальцем. Протянули ниточку через петельку. Так. А теперь вернулись обратно вот в нашу капельку, которая сформировалась. Вот в эту капельку. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Есть. Это соломоновая петля. Идем дальше. Точно так же еще раз делаем одну такую же петельку. Раз, подтянули, захватили ниточку. Теперь все это вместе зафиксировали первым пальцем левой руки. Протягиваем ниточку через петельку. И у нас сформировалась капелька. Вот видите? Вот она капелька. В эту капельку нырнули опять. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Все. 2 соломоновые петли. Такие вот воздушные. Дальше переключаемся на следующую арочку и провязываем точно так же 2 пышных столбика. Накид, нырнули. Набираем петельки. Раз. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Все вместе провязали до 2 петелек на крючке. Потом 2 петельки вместе. 2 воздушные. Раз, 2. И сюда же вернулись еще один пышный столбик. Раз. Накид 2. Накид 3. Провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Вот что у нас по итогу получилось. Как вам? Несложно, да? Идем дальше. Итак, для начала мы делаем 5 воздушных петелек подъема. Раз, 2, 3, 4, 5. Поворот. И далее опять вот нашу вот эту арочку мы будем провязывать точно такие же 2 пышных столбика. Накид. Нырнули. Раз, 2, 3. Провязали до 2 петелек и 2 петельки. Здесь несложно. Так мы будем начинать и заканчивать каждый ряд. Опять 2 воздушные петельки и сюда же в арочку нырнули, сделали точно такой же второй пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Смотрите, здесь, когда будете провязывать пышные столбики, вы можете делать не 3 петельки, 3 накида, а 4, 5, 6, 7, сколько угодно. Тогда будут выглядеть пышные столбики более эффектно, но и пряжи скушают больше. Но обязательно попробуйте свяжите по 5 петелек, по 7. Возможно, вам понравится так больше. Так? Но опять же, повторюсь, пряжи кушают, естественно, больше. Итак, вот мы с вами сделали 2 пышных столбика вот в эту арочку. Далее делаем точно так же соломоновую петлю. Подтянули ниточку, вот нашу петельку. Так? Захватили крючком ниточку и зафиксировали пальцем левой руки. Провязали. Так? А теперь в эту капельку, которая сформировалась, мы в нее нырнули, вытянули ниточку и 2 петельки провязали вместе. Есть. Все, соломоновая петля готова. Теперь переключаемся. Смотрите, там, где у нас между двумя петельками соломоновыми предыдущего ряда, вот такой вот узелочек, видите, сверху. Накид.
в этот узелочек нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вернулись опять в этот же узелочек и провязали еще один столбик с накидом. У нас сформировалась вот такая вот рогаточка. Вот, видите? Вот она, рогатка. Дальше опять соломоновая петля. Подтянули петельку, захватили ниточку, зафиксировали. Провязали, нырнули, вытянули ниточку и опять провязали 2 петельки. Раз. Видите, еще одна соломоновая петля. И мы с вами переключаемся вот в нашу арочку из пышных столбиков. И здесь провязываем точно так же 2 пышных столбика. Раз, 2, 3. Провязали до 2 петелек на крючке и потом 2 петельки вместе. 2 воздушные петельки и опять сюда же, в эту же арочку. Раз, 2, 3. Провязали и 2 петельки зафиксировали. Все. Вот таким вот образом у нас получается, сами видите, низ, наш треугольничек. Постепенно поднимаемся все выше и выше. Идем дальше. Точно так же для начала мы делаем петельки подъема. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Ныряем вот в нашу арочку и провязываем 2 пышных, получается, столбика. 1, 2, 3. Провязали 2 петельки вместе, зафиксировали. 2 воздушные. 1, 2. Здесь я как бы провязываю быстрее, потому что мы с вами это уже провязывали, мы с вами это знаем. 3. Провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Теперь точно так же мы будем делать еще одну соломоновую петлю. Подтянули петельку, захватили ниточку, зафиксировали левым пальцем левой руки, оп, провязали, опять нырнули в капельку, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Есть. Теперь переключаемся вот на нашу центральную арочку с 5 воздушными петельками. И смотрите внимательно. Делаем накид. Вначале мы в столбик, вот наш, за верхушечку берем, провязываем столбик с накидом, считаем 1. Теперь провязываем в арочку, вот в арочку прям в центр, столбики с накидом, считаем 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Сюда же 5. 6, 7, 8, 9 и последний 10 столбик вот в нашу опять стеночку нашей рогаточки, вот в столбик с накидом. Все, итого получается мы за столбик и за столбик провязали по одному столбику с накидом, а в центре у нас будут 8. Поняли, да? Сейчас мы так вот распределим, чтобы все было понятно. Вот. Вот такой получается веерочек. Все. Дальше мы опять делаем петлю Соломона. Есть. Нырнули. Провязали. И переключаемся вот на нашу арочку из пышных столбиков. Провязываем 5 пышные столбики. 1, 2, 3. Провязали. И 2 петельки вместе. 2 воздушные. И точно так же сюда же 1, 2, 3. Провязали и 2 петельки вместе. Вот. Вот что по итогу у нас получается. Идем дальше. Точно так же делаем 5 петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. В эту же арочку точно так же, как в предыдущих, провязываем пышный столбик, 2 воздушные петельки и сюда же опять пышный столбик. 1, 2, 3. Тут без изменений. Повторюсь, мы так начинаем и заканчиваем каждый ряд до конца нашей шальки. Дальше смотрите внимательно. Опять делаем петлю Соломона. Подтянули, взяли, зафиксировали, провязали, нырнули, вытянули и провязали. Поняли, да? Тут без особенностей. Теперь смотрите, мы работаем вот с этим нашим веерочком. Так, мы будем делать в каждый столбик по пышному столбику. Вот здесь уже, посмотрите по схемке,
именно нарисованный таким образом пышный столбик, как мы провязывали с вами вот по краешку. Итак, в первый столбик нырнули, вытянули, держим, не провязываем. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Воздушная петелька. Второй столбик, над ним второй пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Третий точно так же. Раз, 2, 3. Провязали до 2 петелек, 2 петельки провязали, воздушная петелька. Поняли, да? И вот так вот вы провязываете все 10 столбиков. Самостоятельно справитесь. То есть вот наши пышные столбики, не забудьте между ними по одной воздушной петельке. Давайте до конца веерочка, и тут я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, как вам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот, все четко, все ровно. Вот такие пышные столбики симпатичные. И заканчиваем мы наш ряд. Опять делаем петельку Соломона. Тут без изменений. Провязали, нырнули, вытянули, провязали. И опять в нашу последнюю арочку провязываем наши пышные столбики. Раз, два, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали 2 воздушные. И опять сюда же. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Угу. Растет красота, растет. Идем дальше. Так, опять 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. Поворот, арочка наша. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные. Сюда же раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Вот. Теперь получается опять точно так же делаем соломоновую петлю. Подтянули ниточку, петельку, захватили, провязали, нырнули и опять провязали. И вот теперь смотрите, какая особенность. Мы здесь с вами делали, получается, по одной петельке. Сейчас будем делать по 2 петельки соломоновой. Еще одну. Зафиксировали, провязали, захватили, провязали. И переключаемся вот на наши арочки, которые были между пышными столбиками. Помните, по одной воздушной петельке. Раз, 2, 3, 4 и так далее. Так вот, мы в каждую эту арочку провязываем столбик без накида. Считаем. Раз. Дальше воздушная петелька. В следующую арочку между пышными столбиками 2. Воздушная петелька. В следующую 3. Воздушная петелька. Дальше 4. Воздушная петелька. 5. Воздушная петелька. 6. Воздушная петелька. 7. Воздушная петелька. 8. Воздушная петелька и 9. Поняли, да? Вот 9 наших арочек было. Мы сделали 9 столбиков без накида. Дальше опять 2 будут петельки соломоновые. Раз. В петельку нырнули. И еще одну подтянули. 2. Угу. И опять заканчиваем наш ряд вот нашими пышными столбиками. Раз, 2, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. 2 воздушные и сюда же. Раз, 2, 3. Провязали и зафиксировали. Вот смотрите, что у нас по итогу получается. То есть после пышных столбиков над веерочком у вас здесь по краешку получается 2 соломоновые петли. До этого было по одной. Угу. Идем дальше. Итак, смотрите, чтобы вас не отвлекать, я уже самостоятельно провязала петельки подъема и вот арочку провязала, поняли, да? Вот, вы это тоже провязали самостоятельно. Теперь смотрите, что мы делаем. Опять соломоновую петлю, одну, провязали, нырнули в петельку, в капельку, провязали. И теперь вот наш узелочек между 2 соломоновыми петельками. Точно так же, как и здесь. Между 2 соломоновыми петельками в узелочек мы провязывали вот такую вот арочку. Помните? Рогаточку. Итак, точно так же. Накид. Беремся за узелочек. И провязываем столбик с накидом. Раз.
5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же опять в узелочек вернулись и провязали второй столбик с накидом. И у нас сформировалась вот такая вот рогаточка. Угу. Вот, она точно такая же и здесь. Вот такая рогаточка. Дальше опять соломоновая петля, подтянули петельку, захватили ниточку, зафиксировали, в капельку нырнули, провязали. Есть. Теперь смотрите, мы шагаем точно так же по нашим арочкам, которые мы сделали из одной воздушной петельки, но будьте внимательны. То есть получается, вот наш первый столбик и арочку мы пропускаем, так? Вот наш второй столбик и следующая арочка, вот в эту арочку мы ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Воздушная петелька, это был первый столбик. Дальше в арочку второй столбик, воздушная петелька. Дальше третий столбик, воздушная петелька, четвертый столбик, воздушная петелька, пятый столбик, воздушная петелька и шестой столбик. Вот, что у нас должно по итогу получиться. Дальше вторую половину провязываем точно так же, как и первую. То есть вначале у нас идет петелька соломона, потом у нас идет столбик с накидом в узелочек между двумя петельками соломона, в узелочек нырнули, столбик с накидом, раз. Дальше 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же вернулись, столбик с накидом 2. Видите, еще получается у нас одна рогаточка. В дальнейшем это будут уже 2 веерочка, вот таких вот, поняли, да? Опять соломоновая петля и заканчиваем наше вязание в арочке. Вот наши 5 пышные столбики. Тут без изменений. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И опять сюда же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Как вам? Красота растет? Растет. Идем дальше. Давайте самостоятельно провяжем нашу вот эту арочку, да? То есть, чтобы мы здесь уже не останавливались. Мы это умеем делать. Итак, вот мы провязали самостоятельно арочку, так? Из 2 пышных столбиков. Смотрите, дальше что мы делаем? Опять петелька соломона. Провязываем ее. И теперь мы переключаемся вот на нашу рогаточку. Помните, мы над ней провязывали 10 столбиков с накидом. Вначале за первый столбик провязывали столбик с накидом. Затем в саму арочку провязывали 8 столбиков, да? И за последний столбик еще один столбик с накидом. Давайте вместе еще раз провяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый столбик у нас это 9. И последний столбик, сам столбик, это 10. Все. Тут у нас все верно, все точно. Немножечко так вот распределим, да, чтобы у нас веерочек был ровненький. Вот наш веерочек. Идем дальше. После наших столбиков мы делаем опять петлю соломона. Таким вот образом. И переключаемся. Вот, помните, на наши столбики. Здесь было 6 столбиков, и между ними по одной воздушной петельке. Вот первый столбик пропускаем. Так, арочка. Второй столбик пропускаем. И вот в следующую арочку провязываем столбик без накида. 1. Воздушная петелька. В следующую арочку столбик без накида 2. Воздушная петелька. И в следующую арочку столбик без накида 3. Все, видите, как пирамидкой складывается. Опять делаем петельку соломона. И переключаемся вот на наш веерочек. И точно так же провязываем 10 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть мы повторяем все, что у нас было справа. Мы провязываем точно так же слева. Когда провяжете столбики, сделайте точно так же соломоновую петлю. И закончите вязание вот такими вот пышными столбиками в арочке. Угу. Давайте самостоятельно повторяйте все, что мы провязали справа. Самостоятельно провяжите слева. Я думаю, что у вас получится.
Давайте встречаемся в конце ряда. Итак, смотрите, вот вы самостоятельно провязали, да? Получается веерочек из 10 столбиков с накидом, затем соломоновая петля, затем арочка из пышных столбиков, дальше 5 петелек подъема, опять арочка из пышных столбиков, да? Я думаю, что у вас все получилось. Теперь после арочки из пышных столбиков опять делаем соломоновую петлю, подтянули петельку, взяли ниточку, провязали, нырнули в капельку и опять провязали. Есть. Теперь мы с вами переключаемся вот на наш веерочек. Помните? Вот наш веерочек. Мы над ним, получается, провязывали пышные столбики. Над каждым столбиком пышный столбик. Раз, два, три. Провязали 2 петельки, зафиксировали и обязательно воздушную. Не забудьте. Воздушная петелька. Следующий столбик. Над ним опять пышный столбик. Раз, два, 3, провязали, зафиксировали 2 петельки и воздушная петелька и так далее. То есть вы провязываете все 10 столбиков с накидом, над ними провязываете 10 пышных столбиков и между ними обязательно воздушная петелька. Поняли, да? Давайте самостоятельно веерочек провяжите, а здесь в конце веерочка я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наши пышные столбики. Вот такая картина получается. После последнего пышного столбика делаем опять петлю соломона, подтянули петельку, захватили ниточку, зафиксировали, провязали, нырнули, вытянули ниточку, провязали. Теперь переключаемся вот на наши столбики. Помните, у нас здесь было 3 столбика без накида. Так вот, раз, два, три, в центральный самый столбик провязываем просто столбик без накида. Все. И дальше мы повторяем все точь-точь то же самое. То есть вначале петелька соломона, затем пышные столбики над нашим веерочком, так? Петелька соломона и заканчиваем наш ряд вот арочкой из пышных столбиков. Справитесь? То есть все то же самое зеркально вы провязываете. Все, что мы провязали справа, вы провязываете самостоятельно слева. Я думаю, что у вас получится. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Угу. Так, смотрите, что у нас получилось. Вот мы с вами провязали, получается, пышные столбики. Так, дальше у нас была с вами соломоновая петля. Мы присоединили столбиком без накида. Потом опять самостоятельно вы провязываете соломоновую петлю. Вот наши пышные столбики, соломоновая петля и арочка. Да? Дальше я уже сделала арочку, 5 петелек подъема, арочка из пышных столбиков. Я надеюсь, у вас все то же самое. То есть ничего здесь сложного не возникло. И продолжаем дальше. Вот после арочки мы делаем, смотрите, опять соломоновую петлю. Так, нырнули, вытянули, провязали. И как ориентир получается, после вот этих вот пышных столбиков, да, там, где мы будем с вами сейчас делать столбики без накида, у нас здесь, посмотрите, вот как мы здесь тоже провязывали, у нас здесь должно быть 2 соломоновые петли. Поняли? То есть как ориентир, запомните, после пышных столбиков 2 соломоновые петли. Вторая петелька. Есть. И только потом мы переключаемся вот к нашим пышным столбикам. Здесь в арочке между пышными столбиками мы провязываем столбики без накида. Раз, воздушная петелька. Следующую арочку столбик без накида 2, воздушная петелька. И вот так вот шагаем 3, воздушная петелька, 4, воздушная петелька, 5, воздушная петелька, 6, воздушная петелька, 7, воздушная петелька, 8, воздушная петелька и 9. Здесь так вот как бы быстро, потому что мы с вами уже так вот здесь провязывали. Здесь все то же самое. Здесь опять же будьте внимательны. Мы с вами делаем 2 соломоновые петли. Петелька раз, провязали, и петелька 2. Там, где по 2 соломоновые петли, в дальнейшем у нас будет рогаточка. Помните, да? Все, и опять переключаемся вот на наши веерочки, наши пышные столбики. Вот между пышными столбиками арочка. Столбик без накида 1, воздушная петелька. Столбик без накида 2, воздушная петелька 3 и так далее. Провязывайте точь в точь, как мы с вами провязывали вот здесь. Вот.
Заканчивается у вас ряд, получается. Здесь у вас будет 2 соломоновые петли, помните, да? И арочка из пышных столбиков. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. У вас получится. Итак, ну что, я надеюсь, у вас получилось. Помните, да? По 2 петельки соломоновые. По 2 петельки соломоновые. И здесь закончили провязывать наши столбики. Вот 2 петельки соломоновые. Арочка из пышных столбиков. Я уже провязала дальше, да, 5 петелек подъема и арочка из пышных столбиков. Вот наш поворот. Дальше что мы делаем? Мы делаем петельку соломона. Есть. И там, где у нас были 2 петельки, помните, да, вот в этот узелочек мы провязываем вот точно такую же рогатку. Точно такую же рогатку. Поняли, да? Итак, вот в наш узелочек провязываем столбик с накидом. Раз. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И опять сюда возвращаемся в узелочек и провязываем еще один столбик с накидом. Вот наша рогаточка. То есть там, где будет рогаточка, там будет очередной вот такой вот интересный веерочек. Так. Дальше идем. Опять петелька соломона. И переключаемся вот на наш веерочек. Помним, опять будем провязывать наши столбики без накида. Точно так же, как и здесь. Все точь-в-точь повторение. Итак, первый столбик мы пропускаем, арочку пропускаем. Второй столбик пропускаем. Из следующей арочки начинаем столбик без накида. Раз. Воздушная петелька. В арочку столбик без накида 2. Воздушная петелька. В следующую арочку 3. Воздушная петелька. 4. Воздушная петелька. 5. Воздушная петелька. И 6. Есть. Теперь опять петелька соломона. И опять вот наши 2 петельки и узелочек. В узелочек провязываем рогаточку. То есть будет будущий веерочек. Столбик с накидом. Раз. 5 воздушных петелек. И сюда же столбик с накидом 2. То есть еще один будет здесь веерочек. Поняли, да? Вот у нас был раз, потом 2. Теперь у нас будет 3. Раз, 2 и там 3. То есть мы постепенно увеличиваем. Все. И опять делаете петельку соломона. И идете по столбикам, по арочкам. Вот точно так же 6 столбиков провязываете. Потом петелька соломона. И вот здесь вот в узелочек будет еще одна рогаточка. Поняли, да? Опять петелька соломона и пышные столбики. Поняли, да? Все. Вот так вот провязывайте до конца ряда. Готовим, так скажем, платформу для следующих веерочков. В конце ряда встречаемся. Так, смотрим. Я вас оставила на этапе вот этих столбиков, да, получается 6 столбиков без накида с воздушными петельками провязали. Вот на соломоновая петля, очередная рогаточка, соломоновая петля и закончили ряд пышными столбиками из арочки. Опять 5 петелек подъема, опять наша арочка из пышных столбиков. То есть теперь мы уже с вами будем делать то, что мы с вами уже провязывали. То есть получается опять будет соломоновая петля, потом вы здесь делаете 10 столбиков с накидом, соломоновая петля, здесь у нас будет 3 столбика без накида, вот как и здесь мы провязывали 3 столбика. Дальше соломоновая петля, 10 столбиков с накидом в арочку, помните, да? Соломоновая петля, 3 столбика без накида с воздушными петельками, соломоновая петля, 10 столбиков с накидом, соломоновая петля и арочка. Поняли, да? То есть дальше идет повторение. Мы с вами уже все провязали. То есть я думаю, что никаких сложностей у вас уже не возникнет. Так что давайте увеличим на несколько рядочков наш образец. И посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что будет очень даже мило, симпатично. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Итого у меня получилось веерочек мы с вами провязали, да? 2 веерочка провязали, дальше уже идут 3 веерочка, смотрите, 4 веерочка, ничего сложного, все повторяется, то есть как бы узорчик очень интересный, узорчик, так скажем, относительно легкий, да, когда поймете принцип узорчика. Ждите музу, берите ниточки, и у вас быстро-быстро появится новая оригинальная интересная шаль. Да, узорчик не новый, возможно, вы уже данную шальку вязали. Если вязали, рассказывайте, какими ниточками, сколько у вас ушло моточков. Я, кстати, внизу в описании к видео
приложу примерный подсчет, сколько моточков вам понадобится для вашего размера шали. Потому что у всех разная плотность вязания, у всех разные ниточки. То есть приблизительно хотя бы знать. Но вот данной пряжи, да, в принципе, ну, как бы 5 моточков должно хватить на большую, такую полноценную, красивую шаль. Вот. Возможно больше, возможно меньше. То есть обязательно свяжите образец своей рукой и посчитайте. Ну что, как вам? Мне кажется, интересно. Мне кажется, в принципе, несложно. Сама по себе шалька, видите, узорчик двусторонний. Выбирайте, какая сторона вам больше нравится. Может быть, какая-то будет более выпуклая, будет более интересная. Она будет у вас лицевой. Так? Но с другой стороны, что так, узорчик очень красивый. Не стыдно показать. Будет очень даже симпатично, оригинально. Вот так вот такая вот шалька-отдыхалочка в вашу копилочку узорчиков. Пишите обязательно комментарии. Будет интересно почитать. Не забывайте, что это помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в своих плейлистах. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.